Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл своих передач о героическом эпосе кыргызского народа «Манасе». Как я вам говорил в предыдущих передачах, мною на основе варианта сказителя Сагынбая Оразбакова написан пятитомный роман «Манас» в прозе на кыргызском языке. Вот он перед вами. Эти все 5 книг. Я эти книги провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования Кыргызской Республики, и они в настоящий момент включены в школьную программу в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса «Манас». Для того, чтобы ученикам было легче освоить эпос «Манас», я также разработал рабочие тетради для 8 и 11 классов, и они также решением ученого совета Академии образования включены в школьную программу. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии «Манас» с Семитеем. Мною закончен первый том данного произведения, и сейчас идет работа над вторым томом. Для того, чтобы еще больше популяризировать эпос, я свой пятитомный роман полностью перевел на русский язык, и оба этих варианта выставлены для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто желает, тут может приобрести там мои произведения в обоих вариантах. Кроме этого, я сейчас выпускаю видеоролики об эпосе «Манас» и читаю отрывки из своих романов. И эти видеоролики выпускаются мною на кыргызском и русском языках. Мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это обозначает, что теперь любой житель нашей планеты может познакомиться с эпосом «Манас» на своем родном языке или языке наиболее понятном ему. Поэтому у меня к вам просьба: сообщите об этих наших видеороликах своим родственникам, друзьям, знакомым, близким, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой вклад в дело распространения и популяризации эпоса «Манас». Вот это все, что я вкратце хотел сказать вам об эпосе «Манас» и своем романе. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. «Не уходи!» – печально произнесла Керкеч, недовольная отказом Алмамбета. «У тебя нет возможности хорохориться, нет верного друга, нет твоего многочисленного китайского народа. Куда ты теперь пойдешь? Где будешь жить? Кто будет тебе опорой? Где найдешь приют? Ты подумай об этом, Алмамбет». «Нет, я все равно уйду от вас». «Ладно, в таком случае, куда ты пойдешь? А зачем тебе это знать? Завтра Кукчо придет в себя и начнет искать тебя. Когда он спросит, куда ты ушел, я должна знать, что ему ответить. Так куда пойдешь?» «Ты спросила меня, куда я пойду?» — с горечью произнес Алмамбет. «В таком случае слушай мой ответ. У меня есть невысохшая слеза, враг из ближайших мне людей и вечно заплаканные глаза. Я отрекся от родителей, сбежал от своего народа
и считал Кукчу побратимом. А он плюнул мне в душу. Куда от нас уйдешь, богатырь? А куда мне теперь пойти? Я и сам не знаю, куда направить путь, так как у меня нет горы, где бы я мог укрыться, земли, куда мог отправиться, и народа, который бы меня приютил. Я, как сокол, буду кружиться над землей, приземлюсь, если увижу тополя. Если он выдержит меня, не шелохнусь, буду ему товарищем. Увидев, как из глаз Алмамбета потекли горькие слезы, знавшая его истинную цену, Ахкеркеш пришла в глубокое уныние и очень расстроилась. Если я была не бабой, а мужиком, и была на месте Кукчо, я ни за что не дала тебя в обиду, Алмамбет, расплакалась она. Что поделаешь? Я всего лишь женщина, подчиненная мужу. Я не в обиде на тебя, Ахкеркеч. Богатырь, позволь дать тебе совет. Слушаю тебя. Если ты действительно намерен уйти из-за многочисленных врагов, я назову богатыря, который оценит тебя по достоинству. Расскажу о народе, который не будет злиться, если излишне провинишься. Поможет тебе, если в чем-то будешь нуждаться. О народе, который не даст бродить такому доблестному богатырю, как ты, станет опорой и по достоинству оценит тебя. Говорите, кто это? С надеждой спросил Алмамбет. Отважный богатырь Манас, воодушевленно сказала Ахкеркеш. Ты обязательно найди его, что бы ты ни делал, зло или добро, он по достоинству оценит все. Манас не такой дурак, как Кукчу и его 60 вельмож, не помнящих добра. Все царевичи находятся рядом с ним, так как Манас очень хороший человек. Обязательно иди к нему. Если войдешь к нему в дом без спроса, он не будет ругать тебя. Если разоришь, не будет печалиться. Будешь разбрасываться его богатством, не остановит тебя. Только Манас сможет полностью оценить тебя и твой труд, мудрость, знания. Нет, не пойду к нему. Если я оказался в таком тяжелом положении, как могу пойти к такому могущественному человеку? Я много слышал, что Манас очень кровожадный, бессердечный, жестокий человек. Убежав от такого подлеца, как Кукчу, стоит ли идти к нему? Что мне там делать? Лучше мне по-добру, по-здорову отправиться в другие края. Ты неправильно говоришь, ответила недовольно Ахкеркеш. Я тебе скажу еще одну вещь. Если не согласишься, прокляну тебя. Говорите. Так знай, кыргызы и казахи, родные братья, которых благословил сам пророк Хизр. И если ты обиделся на Кукчо, то не думай, что и Манас такой. Как ты можешь говорить, что он плохой, кровожадный, жестокий, даже не увидев его? Я говорю то, что слышал от других. Все это клевета. Будет лучше, если так будешь говорить, когда сходишь к Манасу и узнаешь его получше. Если не ради других, хотя бы ради меня, обязательно встреться с ним, Алмамбет. Негоже говорить про хорошего человека, что он плохой. Приглядись к нему, испытай его. Как говорят мудрецы ученые, однодневный свет лучше тысячедневного рая. Зачем им говорить такие слова, если они ничего не знают? Не равняй Манаса с Кукчо.
и обязательно сходи к нему. Что делать? С горечью подумал он. У казахов мне больше нечего делать. Поверив вельможам, Кукчо окончательно превратился во врага и прогнал меня. Совершенно ясно, что если отсюда не уйду, он может решиться и на то, чтобы убить меня. И если бы не постарался, я не смог вырваться из дома живым и погиб от брошенных меня кинжалов. А теперь Акеркеч призывает меня пойти к Манасу. Идти к нему или нет? Я слышу, что он кровожадный и подлый человек. Но Акеркеч призывает меня пойти к Манасу, испытать его, и только после этого сделать выводы. Может быть, действительно стоит так поступить. Опечально ведь тем, что остался в тяжелом положении, Алмамбет горестно вздохнул. А что мне остается делать? Уныло подумал он. Я остался один, независимо от того, пойду ли я к Манасу или нет. Я лишился Кукчо, на которого опирался, и казахов, на которых надеялся. Поэтому стоит сходить к Манасу. Если найду с ним общий язык, останусь жить с кыргызами. Если не суждено, отправлюсь дальше бродить. Если настигнет смерть, погибну. Если нет, увижу то, что написано мне на роду. Приняв такое решение, богатырь решил последовать совету Акеркеча. «Ладно, — уныло сказал он, — ради тебя схожу к Манасу. Ты так его хвалишь, что я поверил тебе. Схожу к нему и испытаю богатыря. Узнаю, какой он человек, и затем приму решение». Сказав это, Алмамбет неожиданно разревелся, как верблюд. «Прощай, богатырь!» — расплакался от жалости китайца Акеркеч. «Прощай и ты!» Когда богатырь, попрощавшись, Акеркеч вышел в дорогу, ему в голову пришла одна мысль. Не стоит поддаваться обиде на Кукчо, поспешно уходить отсюда, подумал Алмамбет. Он все это сделал, будучи пьяным. Пьяному море по колено. Он может болтать все, что угодно. Протрезвев, Кукчо будет разыскивать меня и отправить за мной людей. О том, что я ушел, ему также скажет Акеркеч. Пускай те, кто погонится за мной, смогут найти меня. Чтобы облегчить задачу Кукчо, Алмамбет свернул с дороги. Он зашел в ореховый лес и расположился в могильнике. Пустив коня щипать траву, китаец расположился на отдых. Надеясь, что Кукчо приедет, Алмамбет 3 дня питался травой. Но никто за ним не приехал. Богатырь остался этим очень недоволен. «Чем я так провинился?» — с горечью подумал он. «Я честно служил казахам, не жалел ни сил, ни здоровья, ни храбрости для них. В надежде, что Кукчо не предаст меня, я 3 дня лежал здесь голодным, но никто не пришел». Расстроенный этим, Алмамбет, исчерпав все возможности, проливая горькие слезы, впадая в разные мысли, вышел в путь, чтобы найти богатыря Манаса. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.